Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимия. Я потихоньку начинаю обрабатывать ваши вопросы, которые вы писали в комментариях к шортсам на канале в контексте запросов на расклады. Сегодня у нас будет первый расклад под названием «Куда движется моя жизнь?». Будет 3 варианта. Первый вариант, второй вариант, третий. Работать будем на 3 колодах. Этот расклад будет выложен на общей колоде Таро Тоннелл Элоны. Такая чудесная штука, она мне очень нравится, мне ее подарила Наталья Плахина. Вот, будут мотивашки в качестве рекомендациона, и в качестве рекомендациона будет лосось, который я очень-очень люблю, сильно люблю. Вот, поэтому пока я сейчас буду выкладывать нам сюда всего лишь по 4 карты, это будет короткий расклад, но интересный. Может быть, что-то дополнительное будем смотреть, хотя нет, я не буду выкладывать по 4 карты, я буду выкладывать по 3 части, выложу. По 3 части выложу из колоды, и оттуда будем доставать всякое интересное, что нам может пригодиться в процессе. Вот так вот, вот так вот, вот так вот и вот так вот. Итак, первый вариант, второй вариант, третий вариант. Нажимайте в тайминге туда, куда вам нравится больше всего, и давайте начинать. Все, кто выбрал этот красивый камень коричневого цвета с горы Фудзи, всем привет. Так, это сейчас мы немножечко сюда подвинем, чуть-чуть. И будем начинать. Куда же движется ваша жизнь? Можете загадать для себя какой-то срок, можете не загадывать никакого срока. Будем смотреть какие-то ключевые метрики и события. Так, вы сейчас человек, который находится в некоем новом периоде своей жизни. Вы человек, который сейчас, очевидно, наверное, мне хочется сказать, является очень внимательным ко всем происходящим вокруг вас процессам. Вы человек, который контролирует ситуацию. Вы человек, от которого зависит ваша жизнь, потому что именно вам здесь предстоит принимать какие-то очень важные решения, выбирать какое-то направление, какой-то путь. Вы очень умный человек с большим интеллектуальным багажом. И я бы сказала, что здесь дело даже не в том, что вы умный, а в том, что вы человек очень проницательный. И точно в вашей жизни сейчас начинается какой-то этап, который будет связан с темой документов, общения, коммуникации, решения каких-то вопросов, каких-то предложений и так далее. Куда движется ваша жизнь в настоящий момент времени? Движется она к стабильности, движется она к деньгам, движется она к тому, что вы будете абсолютно тотально контролировать все, что у вас есть. Движется она к какой-то очень большой удаче, каким-то значительным результатам. Это могут быть и деньги, это может быть и хорошая работа, это может быть и стабилизация жизни. Вообще, мне хочется сказать, вы идете семимильными шагами к ситуации, разрешающей все ваши проблемы. Вот все ваши сложности, которые у вас есть, они заканчиваются. Здесь на авансцену вступает необходимость собирать деньги, накапливать деньги, экономить деньги. Но не экономить, это значит держать их и не тратить. А именно экономить в формате не тратить деньги на то, что вам на самом деле сейчас не нужно, то, что для вас не является актуальным и гиперважным. Идете вы к большой такой вот какой-то психологической зрелости, и к большому и четкому конкретному такому пониманию своего места в этом мире, к осознанию ценности своей жизни, вот в том ее виде, в котором она у вас есть сейчас и в котором она будет. Что вам принесет эта 4 пентаклей в ближайшее время? Во-первых, она принесет вам какую-то поездку. Во-вторых, она принесет вам какую-то встречу, начало чего-то нового. Возможно, опять же, здесь у многих людей какая-то будет работа. Может быть, кто-то здесь обновит свой автомобиль, судя по колеснице. Вот. Принесет она вам в ближайшее время какие-то очень приятные события, которые будут вас воодушевлять, вдохновлять, которые будут открывать перед вами какие-то горизонты. Может быть, кто-то из вас здесь собирается не больше, не меньше прям в какое-то путешествие по местам. Хотела сказать сначала по местам славы. Для вас это не столько будут места славы, сколько места для выбора. А где же я буду жить? А где же я буду работать? А что же я буду делать дальше? В том числе, если у кого-то есть взрослые дети, здесь история про то, что вы в каком-то смысле, наверное, будете давать старт своим детям, помогать им, в свою очередь, определиться с тем, что они будут делать в своей жизни дальше.
После того, как случатся эти события, какая-то поездка и какая-то встреча, что в вашей жизни будет происходить дальше? Дальше в вашей жизни будет происходить предложение подзаработать, предложение заняться каким-то очень успешным делом. Здесь, возможно, будет какое-то предложение, которое касается темы улучшения жизненных условий. Ну, в общем, так или иначе, мне кажется, все равно все будет вращаться вокруг денег. Здесь какие-то финансовые истории, получение, может быть, каких-то первых гонораров, получение первой такой существенной зарплаты, что-то еще. В общем, какие-то такие вещи. После того, как вы получите это что-то, или деньги, или предложение, или подпишите, не знаю, какие-то документы или что-то еще, что будет происходить в вашей жизни дальше, куда она будет двигаться? А будет происходить история, которая говорит для женщин следующее. У женщин появится мужчина, муж, хороший авторитетный человек, начальник. Может быть, у кого-то решатся здесь вопросы какие-то застарелые с отцом. А если вы мужчина, то в вашей жизни точно это гарантирует вам очень хорошее весомое положение в профессии, уважение, авторитет, репутацию, в том числе встречу с каким-то человеком, может быть, государственным каким-то лицом, с которым вы будете общаться по вопросам вашей жизни. Кроме всего прочего, так как император — это у нас архетипическая роль отца и мужа, здесь, безусловно, для мужчин та же самая история будет, которая и для женщин, только с другой стороны. Да? То есть вам впереди рисуется тема очень хорошего, надежного брака, в котором вы будете чувствовать себя абсолютно полностью реализованным человеком, который находится на своем месте, у которого все хорошо. После того, как появится это ощущение стабильности, какого-то прекрасного состояния, что дальше будет? Куда будет дальше двигаться ваша жизнь? Дальше ваша жизнь будет двигаться к тому, что все ваши планы вы будете держать при себе. Будете работать над каким-то очень важным делом, которое останется за кадром для всех других людей. Знать об этом будете только вы, может быть, самые близкие вам люди. Больше об этом не будет знать никто. Кроме всего прочего, это дело связано с какими-то щекотливыми очень вопросами, когда надо двигаться очень аккуратно, очень тактично, чтобы не наломать дров, чтобы получить все, что вы хотели. В общем, добиться своего не мытьем, так катанием. Вот добились вы своего не мытьем, так катанием, что дальше? А дальше мир, дружба, жвачка, праздник, благополучное завершение всех жизненных перипетий, семья, счастливые дети, счастливые родители, счастливая жизнь, какой-то дом, может быть, новый у кого-то дом, может быть, имеющийся дом, который вы приведете в какой-то порядок. В общем, все люди будут вместе, вся семья соберется вместе, все будут счастливы, все будут наслаждаться собой, тем, что у вас есть, будете смотреть еще назад, оборачиваться и вспоминать все это и думать, блин, нифига себе, вот это мы прошли, какой большой путь прошли. На дне вашей части колоды у меня лежит туз жезлов, который символизирует в данном случае полноту жизненных ощущений, жизненную позицию, активность, азарт, эйфорию и так далее. То есть много всяких разных положительных вещей. Но и сейчас, в настоящий момент времени, вы точно знаете уже в принципе, что вы хотите от своей жизни, на что вы готовы пойти ради достижения своей цели. И рядом с вами, со многими, с женщинами есть мужчина или вот-вот будет, а у мужчин тоже есть либо женщина уже, как жена, либо женщина, которая будет вашей женой. Вот такая история, ребята. Поэтому, если вы довольны всем, что вы здесь услышали, постарайтесь не пропустить свой звездный час. И не забудьте поставить лайк этому видео, написать комментарий и обязательно приходите учиться к нам на курсы Таро для новичков. И тогда вы сможете найти для себя помощника на каждый день в виде карт Таро. Так, переходим ко второму варианту. Второй вариант. Все, кто выбрал этот красивый аметист, всем привет. Давайте смотреть вашу историю. Начнем с классического вопроса. Что вы такое прямо сейчас? Кто вы такой прямо сейчас? Давайте смотреть, что у нас тут выйдет интересного. Так, девятка мечей. А вот вы сейчас пребываете в состоянии тревоги, какого-то отчаяния, какой-то безысходности, вас одолевают какие-то беспокойные сценарии, тревожные мысли. Такое ощущение, что вы находитесь наедине сами с собой, никто не может вам помочь, никому вы ни о чем не рассказываете, все держите в себе и ждете, когда же это закончится и чем же это завершится. Вот такое ощущение, что совсем скоро, буквально завтра у вас должен быть какой-то
важный момент в жизни, важный шаг или важное решение, но вы не знаете, какой он будет, или не знаете, как именно он обернется, когда он наступит. Эти мысли вас тревожат и беспокоят. Само по себе состояние сегодня – это состояние загруженности, нет никаких толковых идей, может быть, каких-то толковых планов, в общем, хаоса какой-то, непонятное что-то происходит вокруг. Итак, куда движется ваша жизнь? Второй вариант. Интересная картина. Движется ваша жизнь точно к обладанию, наверное, чем-то приятным. Впереди вас ждет какая-то поездка, какая-то встреча, где вы должны будете показать себя во всей красе, где вы будете показывать, какой вы хороший человек, причем не придумывать, что вы хороший человек, а на самом деле вы являетесь очень хорошим человеком. Здесь многих ждет какая-то впереди встреча, может быть, встреча с мужчиной или мужчина какой-то конкретный поедет куда-то навстречу. Ждут вас однозначно какие-то успехи. Успехи финансовые. Вы многим людям еще будете показывать, какой вы молодец, как вы упрямо, я бы даже сказала, уперто можете достигать финансового благополучия, что это благополучие возникло в вашей жизни благодаря только вашим каким-то творческим идеям, вашей вере в будущее, тому, что вы умеете выбирать правильное время и какой-то правильный момент. Так, хорошо. Что это событие вот разворачивает перед нами в контексте вашей жизни? Какие-то успешные достижения событий, какую-то основательность, основательный какой-то подход, довольство, удовлетворение. Видите, все-таки я хочу сказать второму варианту. В ближайшее время ждите, что в вашей жизни исполнится какое-то очень важное желание. Вы будете здесь точно находиться под пристальным вниманием со стороны других людей, будете активно себя показывать, будете активно демонстрировать то, что у вас есть в хорошем смысле этого слова. Вы будете очень четко следовать каким-то своим целям и желаниям. Здесь, скорее всего, вам придет на помощь кто-то. Вот видите, у нас здесь мужчина в центре и две женщины по сторонам. Вот такое чувство, что ваша жизнь так или иначе связана и с мужчиной, и с двумя женщинами. Или, может быть, здесь у кого-то будет какая-то история, где двое мужчин будет фигурировать, и одновременно с этим будет присутствовать две женщины. Не знаю, что это значит, но точно здесь какая-то встреча, какая-то поездка, здесь путь к благополучию, путь к счастью, к получению какого-то наследства. Может, реально кто-то из вас в Голливуд поедет, я не знаю, раз уж здесь Голливуд нарисован. Так, хорошо, после того, как все это случится, что будет еще? Какие еще будут события? Будет, наверное, какая-то вот стагнация. Все в вашей жизни перевернется буквально с ног на голову. Вы будете зависеть от обстоятельств, вы будете как-то пытаться свыкнуться с этими обстоятельствами, посмотреть на них как-то с другой стороны, что-то в них для себя понять. Может быть, кто-то пойдет учиться, причем этот процесс обучения будет такой гиперважный, от этого обучения будет зависеть ваша дальнейшая жизнь, что вы будете делать. Но сейчас, после того, как ваше желание будет достигнуто, пока возможности прямой реализовать все, что вы хотите, все, что вам нравится, у вас не будет. Жизнь скажет: так, хорошо поработал, надо немножко отдохнуть, посиди на месте и ничего не делай. Что будет после этого? Какие после этого придут события? После этого придут какие-то события, когда вам надо будет, видимо, на основании каких-то переговоров с каким-то человеком или с какой-то структурой, для себя принять какое-то важное решение. Может быть, здесь кто-то получит для себя документы, и в рамках этих документов, в рамках этих решений у вас начнется вот как раз-таки новый этап, выход из этой стагнации. То есть сначала вы будете стагнировать, потом какой-то появляется в вашей жизни человек, что-то вы с этим человеком делаете, он как бы освобождает вас от проблем, и вы идете дальше заниматься, уже выходите в мир. То есть, условно, тот, кто долго сидел дома, из этого дома в конце концов выходит, и начинается у него новая жизнь. Что будет еще? Что будет дальше? А дальше будет прямо-таки тревога, страх, ощущение какой-то враждебности, какая-то вот прям попытка быстро-быстро что-то сделать, куда-то пойти, вооружиться какими-то знаниями, чему-то научиться, что-то для себя понять. То есть какая-то такая история, какие-то разговоры бесконечные, какие-то вот дела. Что еще будет дальше? С этими тревогами, с этими делами вы справитесь благополучно. Обретете контроль над своей жизнью, обретете контроль над теми ресурсами, которыми вы управляете. И даже кто-то из вас начнет стабилизировать свою финансовую сферу. То есть, если даже у вас и были какие-то, или, может быть, сейчас есть какие-то переживания по поводу денег, то эти деньги однозначно будут находиться
в стабильном состоянии. Вам будет хватать денег и на какие-то расходы необходимые, и на расходы, так сказать, по велению души и сердца. Хорошо, стабилизируются доходы, расходы, деньги, что-то придет в норму, работа, ваше мироощущение. Что случится дальше? А дальше будет какая-то печаль, какие-то переживания, боль какой-то утраты. Может быть, вы будете вспоминать что-то, что вы потеряли. Может быть, вы будете чем-то разочарованы. Почему-то фокус внимания будет смещаться на какие-то переживания. Может быть, у некоторых из вас это не будут реальные переживания. Может быть, у некоторых из вас это будут какие-то переживания перед наступлением события, да, чувства. А вдруг у меня что-то не получится, а что будет тогда? Ну, давайте уточним, что же это значит. Это значит сила. Наверное, здесь переживания будут именно от того, сколько надо приложить усилий для того, чтобы что-то получить. И от этих переживаний, вернее, от этих усилий, от понимания того, сколько нужно вложить себя в какой-то труд, будут возникать сложности. В том числе здесь история про то, что вы будете переживать, возможно, расставание с чем-то очень прекрасным в вашей жизни, что вы очень сильно любили. Это может быть какая-то часть вас, да, более молодая, более юная, это может быть какой-то конкретный человек, это может быть какое-то конкретное место, которое вы не можете забыть, которое вы вспоминаете как-то. Но все равно ни черта не понятно. Давайте достанем еще одну карту. Это ребенок, дети. Не знаю, что здесь такое, но здесь, возможно, переживания будут из-за ребенка или из-за детей. Какая-то тоска прям такая вот переживательная. Хорошо, что будет дальше? Что будет после этого? После этого начнется финансовая, так сказать, финансово-хозяйственная деятельность. Да? Начнется работа, начнутся будни, семья, здесь какие-то подсчеты, доходы, расходы. Что купить, что продать, не знаю, на что пустить заработанные вообще деньги. Здесь подписание каких-то бумаг, писем, разрешений, каких-то, не знаю, составления, в общем, чего-то. Может быть, кто-то из вас здесь будет работать с бумагами, писать много, не знаю, быть писателем, что-то еще. Но это комфортная домашняя обстановка, это семейные будни такие, очень приятные, где вы в этих буднях будете целиком и полностью заниматься какими-то важными вещами. Ну и что будет после этого? Что после этого случится? После этого будет какие-то опять какие-то переживания, опять какие-то удары мыслей прямо-таки в глубину вашего сердца. Какие-то новости здесь будут такие вот прям, неожиданные, прям вот какие-то вот переживательные, печальные. Что за новости такие? Новости, не знаю, слушайте, что такое новости? Может быть, у кого-то здесь будут новости о каких-то решениях, почему-то хочется сказать, о каких-то разводах, о каких-то бумагах, о каких-то требованиях, какие-то новости здесь такого характера, чего они касаются. Они касаются каких-то планов далеких, может быть, будут касаться каких-то людей, которые будут далеко от вас, может быть, будут касаться каких-то планов очень серьезных, про будущее чье-то или ваше. Давайте посмотрим, это про вас или это новости какие-то другие. Паж жезлов. Нет, это какие-то новости к вам придут откуда-то. Что это такое? Все-таки про вас или для кого-то другого? Нет, я не думаю, что это про вас. Это что-то другое. Это какие-то другие новости, это какие-то другие люди, которые не имеют к вам никакого отношения. Это что-то такое, что касается другого человека, знакомого вам человека, но не вас напрямую. Что же еще такого тут нужно знать? Какая-то история будет здесь, которая касается позиции этого человека, как будто вот человек, новость про которого вы узнаете, это человек, который такой какой-то был, может быть, не знаю, неприятный, почему-то мне хочется сказать, неприятный какой-то человек. Или человек такой вот слишком отталкивал людей или отталкивала людей. Либо какой-то человек такой, который не хотел вообще слышать никаких слов, ничего. То есть у человека свое мнение и на своей волне. Какая-то здесь такая история. Хорошо, почему эти новости вообще будут у вас? Чего они касаются? Почему будут у вас? Ну, потому что вам просто надо это знать. Потому что для вас эта новость, это как
не знаю, возможность, может быть, привести в порядок свой внутренний мир. Вот как что-то там вот должно встать на место. Какие-то вот вещи типа «я был прав» или «я была права». Прикольная десятка жезлов, она мне так нравится в этой колоде. Такая улыбка здесь 10/12. Вообще история не похожая на десятку жезлов, но тем не менее говорящая о том, что наконец-то все случилось, как я предполагал. Хорошо, что вам еще нужно знать про эти вещи? Это те вещи, которые вы предполагали. Вы знали, что так будет. Вы просто ждали, когда это случится. Ну и к чему после всего этого придет ваша жизнь? После всего этого ваша жизнь придет точно к каким-то переменам. Очень многое в своей жизни как-то вы пересмотрите. Мне кажется, здесь какие-то появятся новые ощущения, новые мысли, новые планы. Вот возникнет какой-то новый стимул двигаться куда-то дальше. Может быть, куда-то поехать, может быть, как-то вот активно влиться в этот процесс перехода. Что-то будет уже там, вот как станете, может быть, своим в какой-то среде. Вот. И в конце концов, здесь история про то, что все в вашей жизни будет вас, мне кажется, устраивать, и будете вы ждать, не будете брать то, что дают, будете брать как-то вот избирательно только то, что вам нравится. Какая-то такая история. Ну вот смотрите, это мы смотрим уже второй вариант, а вот в первом варианте я не доставала ни мотивашки и ни лосося. Представляете, да? Поэтому первому варианту почему-то не повезло в этом формате. А вот второму варианту повезло. Давайте смотреть. Еще историю про будущее. Вот сразу выскочила одна карточка. Мы ее еще здесь сейчас положим. Куда движется ваша жизнь, да? Мы смотрим всю историю, куда движется ваша жизнь. Ух ты. Ну и посмотрим лосось. Куда еще движется ваша жизнь? Лосось. Так. Значит, что нам говорят мотивашки? Первая карточка, которая у нас вышла. Иногда наши усилия не приносят нужных результатов. Это не повод расстраиваться, а повод немного подождать или исправить ошибки, которые вы сделали. То есть ваша жизнь движется точно к пересмотру вашей жизненной стратегии. Вы будете что-то менять. Вы возьмете какую-то паузу скоро и что-то будете менять подходы. И вышла еще одна карточка, которая говорит, это лицевая сторона колоды, да, оракул юного таролога. Всего одна карта в день, и через 2 месяца вы станете чувствовать себя гораздо увереннее и счастливее. Обратите внимание на срок 2 месяца и 1. Одна карта в день. Это какое-то повторяющееся событие. Не знаю, какие-то новости, какое-то действие, которое вам надо сделать. В общем, через 2 месяца в вашей жизни что-то должно поменяться. Причем кардинально поменяться. Не просто поменяться, а поменяться кардинально. Вы через 2 месяца должны стать человеком, который чувствует себя гораздо увереннее и счастливее, чем сейчас. То есть каких-то ждите позитивных перемен. Ну и лосось нам здесь говорит, потерялась в листьях. Потерялась в листьях. То есть впереди история какая-то о том, что вот в этой шелухе будничных событий, каких-то процессов, видимо, вы как-то затеряетесь и будете не видны. Это мне очень хорошо здесь напоминает 7 мечей. Да, тут у нас была... это была у меня 7 мечей в предыдущем варианте. В общем, потерялась в листьях. Что-то вот где-то затеряется, не будет... Наверное, нужно, может быть, вам настолько. Вот какие-то такие вещи. Не знаю даже, что это значит. Что именно потерялось в листьях? Давайте посмотрим. Что именно потерялось в листьях? Идеи в воздухе. Значит, в ближайшее время, куда движется ваша жизнь, видимо, с какими-то идеями и с какими-то планами, которые вы позабросили, вы будете работать. Судя по всему, вы их достанете. А вот почему вообще потерялась, да, какой смысл в этом потерялась? Твой город уплывает, смысл в переменах. Куда-то вы движетесь, куда-то вы уедете, ребята, поедете, я не знаю. Что-то от вас как-то вот уйдет. Что-то здесь будет новое. Не знаю, что это такое. Ступай осторожно, у меня тут перевернутая была. Ну, в общем, рассказывайте свои мысли в комментариях, а мы переходим к варианту номер 3.
Все, кто выбрал вариант номер 3, всем привет. Итак, смотрим сначала по классике жанра, смотрим вас, а потом смотрим, куда же движется ваша жизнь. Так, что вы сейчас из себя представляете? Семерка пентаклей. Человек, который считает, что жизнь его не удалась. Человек, который считает, что в жизни сейчас все плохо. Что я в этой жизни сделал что-то не так, я сделал что-то неправильно. Вот сейчас у вас очень важный какой-то, видимо, жизненный этап, когда вам нужно полностью переоценить свои действия и понять, что все, что у вас в жизни не получается, это последствия ваших действий, неправильных, каких-то действий, не подходящих для вас. То есть вам надо начать по-другому как-то относиться к тому, что вы делаете, к себе самому, к себе самой и к своей жизни. Здесь этап сейчас очень важный, этап перемен, который вы выбрали целенаправленно, самостоятельно. Вы хотели одного, получилось совсем другое, и сейчас с этим другим пока надо работать. Итак, куда движется ваша жизнь? Ваша жизнь пока никуда не движется. Движется она только к тому, что вы полностью отойдете от привычного для себя мира, от привычных для вас контактов, от привычных для вас действий. Будете находиться в каком-то убежище, в каком-то месте, где вас никто не трогает, где нет никакого общения яркого, где нет никаких ярких событий, есть просто вы. Человек, который отдыхает, набирается сил, восстанавливается и готовится к чему-то значительному. Что же это за значительное такое должно у вас поступить в вашу жизнь после? А значительное здесь расцвет карьеры, во-первых. Во-вторых, значительная здесь роль человека как объединителя какого-то семейного, роль наставника, роль учителя, в том числе какая-то история, которая прямо или косвенно связана с темой исцеления. Может быть, исцелять будете вы, может быть, исцелять будут вас. Давайте посмотрим, какая роль у этого папы. Но точно я бы здесь сказала, что это никто не будет исцелять вас. Судя по всему, именно у вас здесь будет активная жизненная позиция. И заниматься исцелением будете именно вы, как целитель. Как целитель. Вы будете делать какое-то дело, которое помогает другим людям, видите, как я уже говорю косноязычно, которое помогает другим людям быть более счастливыми, более успешными, более довольными. В общем, какая-то здесь история, которая говорит о приведении в порядок чего-то. Но, возвращаясь к теме, куда движется ваша жизнь движется к традициям каким-то, к традиционным семейным ценностям прежде всего, к традиционным взглядам на жизнь. Ваша жизнь движется к взрослости, к достижению какого-то определенного возраста, когда вы уже можете с другими людьми разговаривать, оперируя своим жизненным опытом. Что дальше будет? Куда движется ваша жизнь? Дальше ваша жизнь движется к принятию какого-то важного решения, к осознанию, опять же, своего места в этом мире, к необходимости овладеть какой-то информацией и регулировать какие-то жизненные процессы. В том числе для мужчин это может касаться темы взаимодействия с какой-то женщиной, это может быть бывшая супруга или взрослая мама уже. А для женщин это может играть какую-то историю, такой умудренной опытом женщины, которая распоряжается своей жизнью по своему образу и подобию. Вот. Для кого-то ваше будущее сейчас разворачивается в сторону встречи с женщиной и к браку, к отношениям каким-то. Далее, что у нас будет далее? Далее у нас будет какая-то ситуация, когда вы все-таки смогли извлечь для себя выгоду в это какое-то непонятное, темное, туманное время, извлекли из этого выгоду, победили в чем-то. Осадочек, безусловно, какой-то останется, потому что какие-то будут такие дела не очень приятные, но, тем не менее, будет ощущение внутреннего торжества. Как говорится, я смог, и ты сможешь. Что еще? Куда? Что у нас будет после этого? После этого настанет период для анализа и осмысления, для, наверное, возможности сказать кому-то или чему-то нет. В общем, после этого события, где вы что-то там подчините себе, что-то получите, добьетесь чего-то, одержите какую-то победу в словесной, может быть, перепалке, в чем-то таком, внутри у вас будет такое чувство, что я больше ни с кем не хочу, опять же, как-то вот сближаться. Не хочу делать то, что мне предлагают, если я не вижу в этом никакой пользы. Может быть, двойка мечей здесь несет историю про то, что вы наконец-таки научитесь очень конкретно и четко, осмысленно говорить «нет».
Вы будете понимать, чего вы хотите, вы будете понимать, чего вы не хотите. И это большой плюс для вас даст. Вот вы посидели, подумали, поразмышляли, провели там какую-то работу над ошибками, что дальше? А дальше начинается активное движение. Какие-то поездки. Какие-то поездки. Здесь что-то закрутится, здесь будет очень много сил, очень много энергии, какие-то будут амбиции. Вот с чего это все начнется и в какую сторону все это будет двигаться. Начнется это все с какого-то тумана, с ощущения ужаса, страха, переживаний. А как, а зачем, а я не понимаю, а что будет, а мне надо, не надо, боже, это так ужасно, так кошмарно. И закончится, посмотрите, с 9 кубков. Абсолютное торжество от удовлетворения желания, абсолютное счастье. Здесь такой кайф какой-то внутренний, можно теперь расслабиться, сесть, отдохнуть, налить себе 5 капель какого-нибудь шато или какого-нибудь просекко или чего-нибудь еще, или просто кофе потанцуем, и испытать состояние глубочайшего удовлетворения. Хорошо, что дальше? После этого, что у нас будет дальше? После этого вот я такой красавчик или я такая красавица. Я все могу, я все умею, я умею учиться, я хочу что-то в своей жизни делать сам, для себя, для других. Я волевой человек, я могу диктовать условия, я могу заставлять других делать то, что нужно мне, а не то, что нужно им. Что потом, после этого? После этого случается какой-то поворотный момент. Такое ощущение, что этот поворотный момент будет связан, опять же, с подведением неких очень важных жизненных итогов, с окончанием большого-большого длительного цикла, где вы были человеком в каком-то смысле беспомощным. Не могли ничего делать, не знали, как делать, не могли принимать решения, были раздавлены какими-то депрессиями, апатиями, меланхолией. Наконец-таки все это закончилось, и вау, этот эффект сработал, у меня все есть, у меня все хорошо, я живу как хочу, я всем доволен. Здесь кардинальная какая-то, может быть, смена места жительства, не знаю, что это значит. Может быть, кто-то из забора, в буквальном смысле из города, выберется за город, а может быть, кто-то изменит страну проживания. То есть была одна страна проживания, из которой вы не могли вырваться, а потом бах, и получилась совершенно другая. Я не знаю, что это значит, но в наше время, как вы видите, возможно абсолютно все, и даже самые абсурдные вещи могут стать реальностью. Что дальше? А дальше вот наступило освобождение и новые впечатления. Вау, эффекты. Вот это хочу, и вот это у меня будет, и это у меня тоже будет. И вот это вот такое состояние кайфа, ощущения. Я могу позволить себе абсолютно все, вообще все, в принципе. Что случится потом? Потом прямо у вас такие какие-то эмоциональные циклические качели, взлет-падение, взлет-падение. Надо что-то сделать со своими эмоциями, чтобы не так остро воспринимать этот мир. 8 мечей говорит о том, что потом вы как будто перед собой поставите какие-то границы. Судя по всему, вам нужно будет чему-то научиться или что-то сделать, куда-то в какую-то погрузиться, в общем, среду, связанную с опять же, с общением, с какими-то мыслями, с планами, с принятием решений, и вам будет очень страшно. Вы будете искать для себя причины для того, чтобы отказаться от чего-то, не делать что-то. Что-то не делать такое, что можно вообще в принципе не делать, сказать нет. Но вам с одной стороны будет хотеться проверить, с другой стороны вы поймете, не, нафиг оно мне надо, я не хочу. И опять ваша жизнь приобретет какой-то очень такой позитивный, положительный внешний толчок, в жизнь прямо-таки придет. Счастливый случай, опять же, связанный с поездкой. Это и поездка, это и миграция, в том числе и здесь. У нас тоже иммиграция присутствует, не знаю, что это значит. И новая какая-то среда, можно отдохнуть, почитать, чему-то научиться, новые какие-то действия. Может быть, кто-то из вас здесь будет получать образование, может быть, у кого-то дети будут получать образование. Но самое важное, что ваша жизнь в конце вот этих вот перипетий падает в ситуацию, где вы такой достойный человек, владеющий массой разных тайных вещей, держащий эти знания, это понимание при себе, никому ничего не рассказывающий. Будете спокойненько выседать с чувством выполненного долга в каком-то своем месте, в котором вы чувствуете себя достаточно хорошо. Здесь тема невесты и бракосочетания. Возможно, у кого-то здесь грядет история впереди счастливого, хорошего, прекрасного брака, который в вашей жизни будет неожиданным, который в вашей жизни проведет черту между до и после. Здесь история, когда вы увидите истинного себя или истинную себя, когда вы поймете, что вы такое на самом деле,
когда вы в полной мере, опять же, сможете довериться каким-то советам некой мудрой женщины, очень мудрой женщины, которая точно знает, куда вам идти, что вам делать. И когда, самое главное, вы закончите свой предыдущий опыт взаимоотношения, да что ж такое, с людьми, которые вам не подходили. То есть как будто здесь история, что вы очень долгое время жили в какой-то парадигме одних отношений, но когда вы выросли, приобрели какой-то новый внутренний опыт, эта парадигма изменится окончательно, бесповоротно. То есть вы больше никогда не будете в своей жизни выбирать таких людей, которых вы выбирали раньше. У вас будут совершенно другие люди. У вас будут люди, которые заботятся о вас, которые любят вас, которые дают вам ощущение заботы, внимания, любви. И вы будете к ним относиться точно так же. Смотрите, какая интересная история. У нас здесь тема про женщин, очевидно. Мужчина у нас есть только в любовниках. Я не знаю, для кого это будет такая рекомендация и совет, но здесь рассказывается история о том, что от женщин каких-то отстраненных, дистантных, холодных вы уйдете, все это закончится, и вы придете к тем женщинам, которые способны любить, которые способны ценить. И здесь роль свободной женщины меняется на роль женщины замужней. Поэтому тут история, независимо от того, сколько вам сейчас лет, независимо от того, какой у вас жизненный опыт, весь этот жизненный опыт закончится, потому что в вашей жизни возможно наступление таких отношений, возможно встреча с таким человеком, с которым вы точно можете быть абсолютно счастливы. Ну и в конце концов, что же у нас тут грядет? А в конце концов у нас грядет разрубание любых каких-то негативных, деструктивных отношений прежде всего. Здесь грядет история понимания, что такое созависимые отношения, что такое зависимость вообще, любого рода зависимость. Алкоголизм, игромания, наркомания, что-то еще там. Видите, как я сказала, наркомания, наркомания. Поэтому все здесь будет закончено и закончено. Ну, теперь давайте посмотрим мотивашки и лосось в конце нашей прекрасной, я считаю, беседы. Приходите учиться. Вот, серьезно, прям сегодня пишите нам, приходите учиться. Значит, куда движется ваша жизнь с точки зрения мотивашек? Так, интересная история. Очень важный акцент на сегодня. Лосось тоже вторит мотивашкам. Достанем еще одного лосося. Итак, куда движется ваша жизнь? Мотивашки говорят: сохраняй беспристрастность и уйми эмоции. Это важный момент, который расставит все по местам. Ваша жизнь движется в какое-то новое русло, судя по всему, семимильными шагами. Сохраняйте контроль за своими эмоциональными реакциями. Ни в коем случае не переживайте и не расстраивайтесь. Хотите купить себе мотивашек для успокоения, пишите в контакты, указанные в описании к этому видео. Лосось. Первая карточка, которая говорит: спишь на ходу. Медленно двигайтесь. Кажется, вот видите, сразу у нас там 4 вышла мечей. Медленно двигайтесь. Здесь история говорит о том, что ваша жизнь двигается к тому, что будете спать на ходу. Будет какой-то отдых. Будет какой-то отдых. А потом следуй за ветром, а потом резкое ускорение. То есть вот сейчас вам дают возможность отдохнуть, воспользуйтесь ею. Будьте готовы к тому, что совсем скоро все поменяется, вообще все будет по-другому. Все будет гораздо быстрее, чем было до этого. На этой восхитительной, прекрасной ноте я вам желаю скорейшего исполнения ваших желаний. Обязательно приходите на консультацию, приходите на сессии индивидуальные по трансгрессивному гипнозу, таро-гипнозу. И не забывайте, что вы у себя единственный человек. Любите себя, цените себя, и у вас все будет хорошо. Пока-пока и до новых встреч.